Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и на повестке дня у нас вот такая вот лестница-трансформер, который складывается в 4 раза, может сделать с ней стакатку какую-то, эту самую ну, в общем-то, много очень вариантов, как ее можно ставить, да. И вот случилась с человеком такая беда, все из-за невыполнения техники безопасности, потому что превысили максимальную нагрузку, и вот этот узел у нас просто переломался. И, в общем-то, для чего я снимаю это видео? В общем-то, это, как известно, очень тонкий алюминий, он не варится, ничего. И мы будем пытаться ее восстановить. Что мы решили сделать? Поскольку, чтобы не нарушать ее целостность и функциональность, потому что она может раскладываться в стремяночку, значит, высота должна быть одинаковой, мы решили просто вот эту ступеньку одну убрать. Для этого мы вычислили вот это вот расстояние до ступеньки, перенесли его, разметили вот сюда, делали с помощью, конечно же, угольника, карандашом марки Bosch. Кому интересно, обязательно погрызенными мышами. То есть у нас весь инструмент в мастерской грызут они, это не важно. В общем-то, сейчас мы все это будем отпиливать. Не знаю, процесс снимать или нет, попробуем. Ну, если не попробуем, покажем результат. Вот такой вот кусочек мы отпилили, самую верхушку нашей, как говорится, лесенки. И что мы теперь с ней будем делать? Она у нас, вот видите, раз, два, три, четыре, приклепаны такие заклепочки. С одной стороны вот у нас такая плоская, с другой стороны вот эта. Их надо нам, ну, достать, потому что, естественно, собирать мы уже будем на болты, а это надо отпилить. Отпиливать мы, скорее всего, их будем просто болгарочкой. И мы это все дело, как говорится, болгарочкой снимем, а потом их пробойничком просто выбьем. Вот ради покажем, что вот одну выбили мы. Вот, видите, замечательно заклепочка вышла у нас. Вот, вышла. Точно так же мы поступаем со всеми остальными. Ну, и, в общем-то, разбираем всю эту конструкцию. Ну вот, мы наконец-таки разделили этот механизм. И у нас сейчас получается, что, естественно, вот это вот все нам не надо. Откидываем в сторону. Все вот эти ступеньки. На одну ступеньку получится меньше. И нас интересует только фактически вот эти механизмы раскладывания. Сейчас в оставшуюся лестницу мы будем размечать вот эти вот отверстия. Естественно, на заклепки такие мы их уже не поставим. То есть вот мы их достали, все. И будем размечать и, наверное, крепить на болты с гайками М6, с гайками самоконтрящимися, естественно, потому что лестница это все-таки это лестница, безопасность прежде всего, тем более, что один человек на ней уже пострадал, а нам больше этого не надо, нам надо восстановить хорошо. Поэтому продолжаем. Ребята, если кто-то задаст вопрос, почему это все на ковре, это просто ковер лежит у меня на улице во дворе. Это старый ковер, просто чтобы не росли сорняки, ну и чтобы на нем можно было отдыхать и что-то делать. Поэтому не задавайте глупых вопросов, почему вы на ковре пилите, сверлите, ну и так далее. Чтобы долго не мучиться с разметкой, мы уже наш поворотный механизм будем использовать как лекало. И просто струбцинкой притянули его и через готовые отверстия будем сверлить.
Теперь сюда вставим направляющие болты и просверлим еще 2 отверстия. Струбцинку можно убирать, она нам больше не понадобится. Все, эти болты не дадут нам это все сделать криво. Как видим, мы с легкостью разметили наше будущее соединение. Теперь мы его сюда вставляем и надежно закрепляем. Будем использовать крепеж, болтики 6х30 и шайбочки увеличенные. И вот такие вот гаечки, если видите, которые самоконтрящиеся. Это необходимо, потому что все-таки это лестница. Ну и так эту процедуру повторяем на всех наших 4 сторонах и восстанавливаем лесенку. Вот, завершилась наша эпопея сборки. Вот наша теперь лесенка как выглядит. Она стала короче на 2 ступеньки, видите. Но зато ее можно так же, как и раньше было, ставить трапецией. И она будет выполнять свои функции и дальше служить. Вот что мы закрепили. Болтики, самоконтрящиеся гаечки, чтобы было все надежно. Надеюсь, что люди дальше будут пользоваться и никто больше не пострадает. Всем до новых встреч. Кому понравилась, в общем-то, эта идея восстановления, ставим лайки, подписываемся. Будет много еще интересного на канале. Всем здоровья и соблюдайте технику безопасности.